Сегодня мы проверим работоспособность шуруповерта с помощью компьютерного блока питания. Таким способом можно проверять любые инструменты, работающие от аккумулятора 12-вольтового. Для этого нам понадобится блок питания. В моем случае я даже не стал его снимать, так как он замыкается с помощью кнопки. В блоке питания важно найти провод, который выдает 12 вольт. Обычно это желтый провод. Старый блок питания или новый, везде желтый. Обычно на блоке питания это написано. Я подготовил уже желтый плюсовой провод и черный минусовой. Также у нас имеется шуруповерт. К нему у меня не было ни зарядки и ничего прочего. Именно поэтому и решил проверить его таким способом. Сейчас нам необходимо подключить плюсовой провод к плюсу и минусовой к минусу шуруповерта. После подключения блока питания к шуруповерту включаем блок питания, либо замыкаем его перемычкой. Замыкается обычно зеленый и черный провод, чтобы включить его. В моем случае этого делать не придется, так как его замыкает кнопка. И как видите, шуруповерт работает, то есть исправен. Еще раз повторюсь, я это делал лишь потому, что у меня не было ни зарядки для шуруповерта и ничего прочего. И неизвестно было, рабочий ли он. Надеюсь, что такой метод кому-нибудь понадобится и, может быть, кому-нибудь поможет. В случае, если необходимо применить шуруповерт, а аккумулятора нет, также можно использовать блок питания для срочного использования шуруповерта. Чтобы запустить блок питания отдельно от компьютера, нам понадобится все, что вы видите, плюс перемычка. Берем фишку от блока питания, который подключается к системной плате. Находим здесь зеленый и черный проводки. Черный любой можно брать, потому что здесь их много. Это массовый провод, то есть минусовой. Вот зеленый. Находим, куда они идут к фишке. Замыкаем перемычкой. Подключаем блок питания в сеть. И свободно его запускаем. Затем находим желтый и черный провод и используем 12-вольтовое подключение. Посмотрим, написано ли на данном блоке питания распиновка проводов. Да, здесь оно написано, но по цвету тоже не написано. Но мы знаем, что это желтый. Блок питания в сети. Проводки замкнуты, зеленый и черный. Еще раз повторюсь, любой черный. И запускаем. Блок питания заработал. Закрутилась система охлаждения, то есть вентилятор. И теперь мы можем использовать блок питания в любых целях. К примеру, при проверке шуруповерта.